О, да. Бамс. 371 золотая голова. Сюда, на базу. И всех приветствую, друзья! Наконец-таки этот день настал, и надеюсь, вы также дождались этого дня вместе со мной, а именно субботы. А суббота у нас это больше, чем блестяшки сегодня у нас появились, и вместе с этим сброс командиров. Надеюсь, вы не поспешили сбросить своих командиров, а дождались больше, чем блестяшек, и получили x2 выгоду. Сегодняшние блестяшки были закрыты, еще 12 золотых голов плюсом, это приятно, и у меня остается 13360. Хватит как раз таки на завтрашние блестяшки, я закрою на 7000 и получу еще 5 золотых голов. Буду покупать VIP, потому что сейчас я акцентирую все свое внимание именно в VIP. Нужен 14 и как воздух нужен 15, поэтому сейчас я делаю упор именно в VIP очки. До конца событий еще 6 дней, так что те, кто не успел накопить нужное количество самоцветов, у вас еще есть время, ну а те, кто уже накопил, то сегодня это самый подходящий момент, чтобы воспользоваться и потратить свои самоцветы на сброс командира. На данный момент, благодаря сбросу командиров, у меня в сумке находится 644 золотой скульптуры. И куда же и в какого командира? Это практически фулл командир. Не хватает еще 50 золотых скульптур, но это очень мало. Это в ближайшее время можно будет накопить. И куда же, самый главный вопрос, в какого командира я волью почти все золотые скульптуры. И выбор мой пал в сторону командира самого лучшего и самого сильного в игре, а именно Цинь Шихуанди. Буду переключаться на лучников и с нуля практически, даже не имея никаких Т5 войск и никакого снаряжения, я все же решил прокачать Циня, потому что все говорят, что он реально очень крутой и так далее. Повелись, да? Да какой еще Цинь? На данный момент одним из самых лучших командиров является Суньцзы Прайм, и его прокачка является самой осмысленной на данный момент на моем аккаунте. Самый осмысленный и логический выбор это будет прокачка Суньцзы Прайм. Почему не Циня? Я уже предвижу, что любители Циней будут писать мне под этим видео, мол, почему ты не прокачал Циня, надо было качать его, он же самый сильный командир в игре и так далее. И сейчас я вам все подробно расскажу и покажу, почему именно Суньцзы Прайм. Но, во-первых, Суньцзы Прайм сам по себе является одним из сильнейших командиров на данный момент в игре. Не сильнее Циня, но один из. Второе, это у меня уже есть какое-никакое, но снаряжение на пехоту. И третий аргумент, это то, что у меня уже есть какое-то количество, даже не какое-то, а хорошее количество Т5 войск на пехоту. Лучников у меня нет. Нет ни снаряжения, ни войск. И сейчас вкладываться в Циня, это просто убить свой аккаунт и снова же остаться без третьего марша. Поэтому Суньцзы Прайм. И каковы мои планы на его прокачку? Буду ли делать я его экспертным, либо же остановлюсь на 3 пятерки 1. В сторону экспертизы играет следующее. Это меньше проблем. Сделал экспертного командира, копишь на следующего. А если сделал 3 пятерки 1, то думаешь, либо докачивать его, либо же собирать на следующего. Хо и Жанка не дадут соврать. Они у меня до сих пор не экспертные, и экспертить я их, скорее всего, не буду. Думал, но передумал. Жанку я 100% делать экспертным теперь не буду. Насчет Хо не знаю, пока накоплю золотые головы. Он уже устареет, и смысла в него вкладывать не будет никакого. Так что такая себе ситуация. В сторону прокачки 3 пятерки 1 играет следующее. Ну, во-первых, у меня останется какое-то количество золотых голов, и я смогу вложить их в бойцы, сделать его также 3 пятерки 1, и получится у меня такая уже полуготовая связка Суньцзы 3 пятерки 1 и недокачанные бойцы. Но потом, опять же, как я уже сказал, копить золотые головы и делать Суньцзы экспертным, это понадобится на это долгое и определенное время. Делать же его экспертным, либо же 3 пятерки 1, все равно это вкладывать золотые головы. Поэтому пока что я сделаю его 3 пятерки 1, оставлю золотые головы и дальше буду думать. Просто если у меня есть такой вариант сделать его экспертным и бойцы хотя бы прокачать на 5, 1, 1, 1 уже не золотыми головами, а с рулетки. Потому что на данный
момент у меня в сумке есть 50 билетов, которые могут с рулетки дать мне хотя бы сколько? 50 золотых голов мне нужно на бойцы. Сейчас у меня 3. В принципе, до первых боев возможно сделать его 5-1-1-1. И это будет уже тоже, в принципе, хорошая связка. Суньцзы экспертный хорошо будет работать. И бойцы хотя бы первый на 5. Это уже какой-никакой, но урон. И небольшое отступление. Анонс продолжения на тему игра на результат. Игра двумя маршами. Наконец-то видео было мной создано. Работа над созданием видео была проделана огромная. Видео получилось очень интересным. На протяжении 4 дней кипела работа. Само же видео выйдет после данного видеоролика через дня 3-4. Поэтому, ребят, ждите. Но мы возвращаемся к прокачке Суньцзы и созданию третьего марша. Давайте же наконец-таки приступим и вложим в данного командира золотые головы. И давайте же это начнем делать. Так, поехали. Это я сразу отключу, чтобы это нам не мешало и постоянно не вылазило. Так, все отлично. Отлично, все. Качаем. В принципе, пофиг, качаем все. Нам все равно нужно прокачать его на 3 пятерки 1. Поэтому, не глядя, качаем командира. Просто это такой кайф. Вы не представляете. Командир очень и очень крутой. Недавно только вышедший. И я просто вкладываю в него золотые головы. Это круто. Такое ощущение я испытывал только когда качал Ахиллеса, когда он только вышел. У меня как раз таки были золотые головы, я его качал, это было действительно очень круто. Так, качаем, качаем. Золотые головы все уходят и уходят. Все, первый навык в 5 есть, это отлично. Качаем дальше, качаем, качаем дальше. 45. Все. Следующий навык в 5 есть. Ну и как бы все. 264 золотой головы у меня остается. Это мы разблокируем. И да, 5, 5, 5, 1. Отлично. Командир прокачан. И он у меня, да, уходит вверх, и у меня остается золотые головы, чтобы по возможности прокачать бойцы, но этого я делать пока не буду, как я уже сказал. И теперь давайте займемся также не менее интересными вещами, а именно прокачкой и ковкой снаряжения. Сейчас мы с вами будем ковать снаряжение с КВК и также заниматься строем. В общем, ребят, я думаю, что запись идет, запись, оказывается, не шла. В общем, я сковал шлем завоевателя, и по следующему у меня по снаряжению остается только ручка и ножка. По следующим плану у меня идет, как я уже сказал, скую я ноги эпические, ручку эпическую, и скорее всего планирую заменить щит на лепестки сакуры, потому что есть возможность критануть. Атака тоже хорошо, скорее всего также буду менять нагрудник на атаку, потому что больше атаки, больше агрессивности, больше КП. Поэтому если есть возможность критануть, почему бы как бы и нет. Вот, поэтому скорее всего буду менять лепестки сакуры, делать их. Также у меня в планах это сделать, ну скорее всего в лучшем варианте, конечно, сделать накидку надежды вместо синего и эпического, но я просто думаю, что не успею уже накопить 40 материалов. Сейчас у меня по материалам уже все худенько стало, очень худенько стало, поэтому скорее всего будет либо синяя, либо эпический нагрудник, но скорее всего синий. И теперь не менее интересное занятие, а именно разбор или сбор строев. В общем, улучшение строя, давайте же это все дело улучшать. Нет, к сожалению, у меня никаких посвящений хороших, но в принципе есть быстрые ноги, скорость на марш, это хорошо. Давайте же трансформируем, попробуем это сделать. Атака пехоты плюс 3,4 это хорошо, здоровье пехоты 1,5 тоже неплохо. Ну давайте попробуем это все сделать примерно вот так вот. Да. Да. Заменить, 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 заменить. Во. Защита, хорошо, отлично. Так, здесь поменяли. Здесь у меня охрана. Любой урон от навыков. Отряд владельца получает снижение урона от навыков. Да? Неплохо, неплохо. Буря. Нет, это фигня. Здесь ничего нету. Здесь никаких посвящений. В принципе, что у меня стоит? Все на этот. Ну, тут статы. Здесь охрана. Ладно, давайте пройдемся дальше. Здесь дурная слава. Повышает атаку этого командира. Неплохо. Кстати, неплохо. Что у меня на бойцы? Скорость. Ну, в принципе, из золотого, да, только это. Можно это. Давайте трансформируем. Отлично. Так, атака нам не интересна. Атака снова на пехоту. О, защиту давай меняем. Так, поехали.
О, атака заменить, отлично. И, в принципе, все. Здесь мы поменяли. Здесь поменять не получится. Стратег. Стратег наносит больше урона окружению. Нет, это не пойдет. Ну, скорость. Здесь атака. Атака и защита 3-3. Это, кстати, хорошо. Но здесь скорость и защита. В принципе, ну, скорость как будто важнее. Ну, если что, можно будет поменять. И здесь охрана. С вероятностью... Давайте попробуем... Нет, давайте лучше вот это сделаем до конца уже. Так, это мы с вами... Хоп. Нет. Все, отлично. Уже не хватает. Так, тогда это мы с вами не меняем. И остается все как есть. Здесь давайте тогда... Здесь поменяем, да. Здесь трансформируем. Здесь атаку мы сохраняем. Нет. О, здоровье. Давай. Все, отлично. Заменить. Вот что у нас вышло. Атака 8,9, защита 6,9, здоровье 3,1 и скорость 2,7. Скорость, скорее всего, будет важнее. Но если же нет, то можно будет сделать вот так. Атаки больше, защиты больше, здоровье и все. И тут по мелочи остается. В принципе, по строю вышло даже очень даже хорошо. Надо бы еще какое-нибудь посвящение хорошее добыть. Но это как бы уже вопрос времени. И можно сказать следующее. Уже третий марш готовится. И можно будет его выводить. Сунзы Прайм есть, 3 пятерки 1 готов. Есть золотые головы, чтобы прокачать бойцы. То есть вся почва уже готова. Снаряжение, в принципе, до первых боев точно будет. Строй есть, неплохой. И по войскам 220 тысяч уже имеется. И на данный момент я уже поставил на обучение, точнее переобучение 52 тысячи пехоты Т5, 20 тысяч лучников и 20 тысяч Т5 коней на переобучение Т4 на Т5. Поэтому, в принципе, к первым боям, возможно, будет какой-то даже полный марш Т5 пехоты. Ну а на этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного из жизни фри-то-плей игрока. А на этом я с вами прощаюсь, увидимся в следующем суперском видеоролике. Come